Прошу прощения, у меня сразу два вопроса. Скажите, пожалуйста, как отражается на человека, на его судьбе, если его зачали в нетрезвом виде? То есть это не случайная связь между людьми была, любовь, но именно в этот момент они были нетрезвы. Я вам сейчас объясню. Вы знаете, вот бывает в семье профессоров, мы все говорим, какие образованные люди, такие люди хорошие, прям золотые, а сын вот такой вот подонок вырос, в кого он такой вырос. Между людьми не было любви. Может, в тот момент не было любви, может, во время зачатия, может, как-то их соединили. Интеллигентная семья, все хорошо, но любви не было. Когда между мужчиной и женщиной происходит соитие, поднимается огромная энергия с их энергетического поля поднимается в астральное пространство. Астрал, он рядом с нами, товарищи. Он не в Китае, не в Индонезии, не где-то еще. Он прямо здесь. Как только вы со своего тела выйдете, вы сразу попадете в астральный мир. Когда вы ложитесь спать, вы сразу попадаете в астральный мир, потому что ваша душа во сне путешествует. Так вот, эта энергия, она выходит наружу и вот так выхватывает душу, спускает вниз. Та душа, которая предназначена для вас, она ждет этого зачатия, потому что во Вселенной нет ничего случайного. Вот она поднимается, эта энергия, она хватает душу с астрала и спускает вниз, в лоно женщины. Астрал несколько слоев. Откройте, посмотрите астрал. Горизонтальный астрал, вертикальный астрал, нижний астрал, верхний астрал. В нижнем астрале находятся все изгои астрального мира, то есть духи не самого лучшего качества. На верхних слоях астрала находятся духи более высокого качества. Так вот, когда мужчина и женщина в трезвом состоянии, у них любовь и прочее, прочее, они создают очень большую энергетическую волну, которая выхватывает эту душу с самых больших высот астрального мира и спускает вниз. Вы не замечали, даже вот есть такие семейства, да, на лице вот эта деградированность видна, на лице этих людей просто. Вот эта вот деградированность, это неблагородные черты лица, это разбросанное, знаете, говорят, лицо как несобранная постель. Она все где-то вот здесь, вот это там, брови в разные стороны, глаза какие-то. То есть несобранность лица, понимаете, не четкость черт лица, не благородство и прочее, прочее. Там нос может быть с картошкой на все лицо и прочее. Чем дальше, тем неприятнее дети, внуки рождаются. Вот семейства есть такие, вырождаются. У них все меньше и меньше и меньше и ниже качество души. Так вот, вот от этой любви рожденный ребенок, который взялся этой волной вниз, спустился, эта душа, она высокого качества. Хотя дети все одинаковые еще, когда маленькие, но дети начинают проявлять себя потом уже в более зрелом возрасте. Да, да, вот такие вот. В более зрелом возрасте вы понимаете, что дети не одинаковые. Понимаете? Ольга Артемина, я сейчас вас выкину в черный список, если вы глухонемая. И вот когда люди нетрезвы, и даже если у них любовь и прочее, эта волна очень слабая. И во время нетрезвого состояния, когда поднимается вот эта волнообразная энергия, чтобы спустить душу во время зачатия, когда происходит зачатие, понимаете, клетки встречаются, произошло зачатие, у него тут же появляется душа. Вот спускается с нижнего астрала не самого лучшего качества душа. Генетически ребенок красив, похож на своих родителей, может и образован, может и хорошо воспитан, потому что родители так захотели, они такого качества, и ребенок такой же. Но со временем начинает замечать некоторые трудности в его жизни. Хорошо, если это все отражается только на личной жизни
и не отражается на его духовных качествах, на его, знаете, умственных способностях, вот. Но в любом случае где-нибудь это выходит. Это наказание за то, что не уважает, знаете, богов, дарующих род новых детей. Доброй ночи. Это наказание им. И чаще всего ведь рождаются дауны, рождаются дети отсталые именно из-за пьяного зачатия. Чаще всего, когда у родителей не хватает вот этой силы спустить вниз сильную душу из высоких астралов, то есть из вершин. Они спускают из нижнего астрала, а там человеческие изгои, понимаете, изгои. Поэтому вот спускается вот такая душа, которая мучает и себя, и других. Это может быть неплохой человек, но у него вечно не хватает. Вот нет у него таких открытых. Поймите, душа высшие планки, душа нижние планки очень сильно отличаются. Душа высшей планки, она всегда находит какие-то оригинальные решения проблем. Всегда что-то новое придумает. Ему очень много дано талантов, очень много он может выплавить, может вылезти, он может придумать что-нибудь другое, какую-то схему сделать и подняться в жизни. Из ниоткуда, с нуля создать целую корпорацию. Душа нижнего астрала не умеет, не знает жить. Он не может даже на готовом родительском жить, понимаете? Родителей не стало, он все распродал, он все не знает, что делать. Пусть даже он не пьющий, может, и он и неплохой человек, но он не знает, он не умеет жить. Он должен всегда быть под контролем более сильной личности, которая его так в кулак соберет и будет за собой тащить. Найдет он такую личность, выживет? Нет, значит нет. Вот в чем дело, понимаете? Поэтому думайте много раз, от кого рожаете и как случается. А то, знаете, в этих передачах, шоу, как придут от случайного, знаете, случайной перепихневки залетела и говорит: у нас был желанный ребенок, мы очень хотели, спрашивают, до того, как ребенок стал желанный, сколько месяцев вы встречались? Ну вот мы где-то вот 1,5 месяца повстречались, и вот оказалось, что я беременна. Ну и где там желанный ребенок? О чем речь вообще? Пойдемте далее. Так, второй вопрос еще не провела. Ритуал раскрещивания, готовлюсь к этому. Если возможно, расскажите, пожалуйста, как хоронят раскрещенных людей. Если человек просит его кремировать, то как правильно поступить с прахом? Может, я как-то неправильно задаю вопрос? Да правильно задаете, все нормально, сейчас отвечу. Не только планировать надо, Жанна, любить нужно друг друга. Любить. Если это ребенок не от любви, если он просто четко, знаете, так зачат просто ради чего-либо, хотя бы в этот момент надо любить. Екатерина Великая говорила своему мужу: я не люблю тебя, ты не любишь меня. Но я хочу, чтобы ребенок наш был зачат в любви. Понимаете? То есть она понимала, что ребенок не от любви, не в любви, он несчастен. И она была права, ведь Павла убили, он был неадекватен, он какие-то сумасшедшие вещи творил, и мать не любила, и она его не взлюбила. Все началось у них в жизни нехорошо. Понимаете? Не сложилось у них материнское и сыновье чувство. А почему? Потому что ребенок был не от любимого человека. И он ее ненавидел, и она его. И они вынуждены были вместе спать, чтобы зачать ребенка. Ребенок какой — это совершенно отдельный вопрос. Здесь нет человеческого фактора. Здесь есть желание и просьба к силам. Если силы считают, они сами определяются, какую душу внедрить в этого ребенка Яко. Понимаете, это разные вещи. Это запланированный, это прошенный ребенок, это ребенок очень желанный. И это энергия просьбы, внутреннего вот благословения уже будущего ребенка, еще только собирается зачать ребенка через Яко. Она очень хочет его. Она всей этой любовью притягивает эту душу. Так что ребенок Эко иногда намного лучше, чем ребенок в пьяном угаре.